Ну, начинаем сегодня первый выпуск. Первый выпуск Плотневуд Инсайт. Вадерот Инсайт. Почему инсайт? Почему инсайт? Потому что о чем внутри. Ну, как бы я думал, распаковку, знаешь, все ну, типа говорят там, анбоксинг, там, пишут там, анбоксинг. Как бы все это очень, как бы так, ну, уныло, не знаю. Плотневуд Инсайт, короче, потому что, в принципе, я не знаю, мы все разбирали телефоны, наверное, в детстве, или какие-то игрушки. Я вот разобрал, помню, рабочий телефон дома. Да. В свое время часы любили разбирать. Вот да. Это старые, не нужно, там крутилки всякие. Да. И там магнитики. И магнитики там. Не знаю, там что-то. Да, и вот я помню, что я разобрал этот телефон, чтобы посмотреть, что внутри. Вот эта тяга, это естественная тяга, она походу с первобытных времен еще у нас, когда мы там кишки хотели посмотреть, что там у мамы внутри. Да. Простое человеческое любопытство. Да, надо разрезать и посмотреть. Вот этим мы сейчас и займемся. Затягивать. У нас на бонус сегодня мой дорогой любимый гость Макс принес сегодня обалденную вещь. Я бы никогда бы ее себе не мог себе позволить такое. А ладно. 64 евро. Ну это же кошмар. Он очень любит кейсы из металла, потому что он сам металлюга. И к нему металл притягивается. Группа вот матери уже даже там к тебе притягивается. Вот, поэтому он очень любит металлические кейсы. Уже сделан из тяжелого металла. И вот такой коллекционку, можно сказать. Ну, не коллекционка, я вот загнул, да, но вещь не совсем такая часто появляемая в этой вселенной. Мы ее пока отложим, она будет у нас на бонус. А пока посмотрим, что Андрюха, наше время приближается к Рождеству. А кому надо дарить подарки? Конечно же себе! Кому же еще? Подарочки в студию. Что останется, мы раздарим другим. Что останется, детям. Вот, естественно, я взял сразу такой вот джойстик, потому что мы планируем заруб, плотневудский заруб будет дичайший, просто на 4 человека я планирую, но пока у меня только 3 джойстика, получается, третий. Я его взял в Ангиботе, то есть он стоил, получается, по скидке вообще, он стоил на Черную пятницу 50 евро. А так этот джойстик стоит 80. Здесь где-то даже цены посмотреть. Специально я такой взял, не то, что мне там расцветка понравилась, а просто, что он будет дороже. Они, главное, все по 50, и лежит черный по 50, вот этот белый по 50. А я смотрю, да ну нафиг, этот вообще-то дороже стоил, он же такой пятнистый, понимаешь, у него такая офигенная прорисовка, вот прям, какую-то военную игру надо. Какую-то военную игру надо в нем, короче, заштырить. А, кстати, нет, знаешь, вот помнится, даже выходила раньше еще как-то действительно Call of Duty, по-моему, была Xbox 360. Да, Call of Duty, кстати, с этим джойстиком, да? Да, была даже именно консоль выходила сама, Xbox 360 именно эксклюзивная под Call of Duty. Вот я так не помню, под какую часть там это, или Advanced Warfare, или какую-то, короче. И там джойстик был... джойстик я помню, что да, они... Джойстик был конкретно тоже такой вот, он под вот этот цвет хаки, хаки, да, он называется. Цвет хаки, да. В общем, вот тоже сам джойстик был под цвет хаки там сделан, в общем. Причем это мой третий джойстик в моей, как бы, коллекции джойстиков. Вот, берем нож, Плотневуд Инсайт, и начинаем резать. А что резать? Это уже открыто, да? А ты уже подглядываешь? Нет, честно. А вот нельзя подглядывать. Я сам толком сейчас не знаю. буду смотреть, что буду. Ну да, естественно, я положил его сверху. Ты прекрасно знаешь эту игру.
Ну, конечно. Я положил его сверху, потому что я хотел именно, мы сделаем плотневудский заруб с этой игрой и этим джойстиком. Вот так вот я, короче, потому что он, блин, военный. Тут тоже военная, блин, да. Да, и игрушка тоже военная. Ну, я ничего о ней не знаю. Ну, хотя можно я и думаю, с Макс этой тоже тоже. сделать. Это же тоже, здесь тоже война, правда, против зомбарей. Ну, ладно. Тоже так, ну. Ну и галь. Пофиг. Джойстик на все руки. Да. Вот. По этой игрушке будет заруб обязательно. Вот, а что же я откладываю, мы же хотели ее просто открыть, посмотреть, что там внутри. Обычно сейчас внутри ничего не ложат, да? Ну, Обычно ленятся что-то да, что-то ложить. Да. Вот мы ее откроем. Это туда. Нам не надо. Я сейчас буду просто, чтобы кадыми Ну да, ну да. не если показывать, есть. как бы так. Ну, кроме книжечки, вот, в принципе, А книжечка какой-то буклетик вообще-то, да, по-моему? буклетик какой-то очень такой неплохой. Да? А нет, это все. Это все коды. Надеюсь, что там видно. Это все коды, я Это всё коды. Дрем батон. Ну книжечка аж прям целая, блин. Но Обалдеть. коды, да, ну, короче. Да. Ну, раньше делали, конечно, вот на Xbox 360 ну, такие буклеты прекрасные, с описанием игры, ну, просто, да, вот старались как-то. Сейчас, конечно, покупаешь за 60 евро игру, блин, а мне ничего нет, кроме диска. И причем диски еще такие, что надо докачивать с интернета. Да. Как этот пресловутый Train 3, да, который... Ну да. Это дичь, блин. Да. Кстати, видос, если не видели, по Train 3 обязательно посмотрите, там много ржаки. А что, игра попала просто под раздел дичи и неспроста, потому что, ну, это дичь. Это дичь. Я считаю. Вот, и как бы, извините, товарищи, разработчики, но это дичь. В общем, следующая. Дичь. Это же дичь. Ну это не дичь. Это не дичь. Совсем не дичь. Вот про эту игрушку-то я и говорил, что я ее взял, Ты ее короче. показывал, да. Тоже. Вот эту я взял в Ангиботе за 40 евро, получается. Ну, она очень долгое время, она вышла еще в феврале. Да. И вот только она первый раз стала 40 евро. Так это возможно то, что ее, может быть, то, что вот да, на Black Friday ее сейчас только уценили. Да. Возможно, впервые ее уценили до 40, да. Я хотел ее за 30, если честно, взять, но уже не утерпел. 30 была я видел в GameStop. Вот я ее Да, тоже видел, еще думаю, блин. Я еще думал тебе позвонить, думаю, Максу надо позвонить, блин, Я тоже, блин, жду, брать что ли, брать, не брать. Причем новая. Да. Да. Но она, кстати, в GameStop, возможно, не запечатанная, она же они любят. Я поэтому взял за 40, думаю, тут она точно запечатанная, а в GameStop там они любят распечатать. Да. Все дело, и она уже не новая тогда Да, получается. да. Знаешь, шкафов может не быть там и прочее. Да. Я поэтому 10 переплатил, но зато сэкономил вот на этой штуке. Она, короче, не рассталась вообще случайно в магазине Kaufland. Кто не знает, мы живем в Германии, да, не удивляйтесь, что у нас нету здесь пятерочки. Да. Или магазин народный там какой-нибудь, я уже не знаю. Эльдорадо. Эльдорадо, да. Мы живем в Германии, получается, у нас за место пятерочки это Нетто или Пенни. Ну да. А за место Эльдорадо у нас Сатурн, допустим. Ну да, Медиамарк там всякие. Медиамарк, много Сатурн. Вот это я взял в Кауфланде, представь вообще. В Кауфланде. Там в Кауфланде это просто капут. Это они вообще не шарят в дисках. Ой, у них. Такая свалка там этих дисков, и все стоит по 70 евро. Да, уже вообще, там такие у них игры можно найти, которые вообще уже ты думаешь, оцененные. Где их вообще можно, вот нигде их нет, а в Кауфланде они там и стоят бешеных просто денег каких-то вообще, вот это дичь, короче. Это дичь полная. И вот этот лежал просто на сайте у них за 17 евро, представляешь? Я это дешевле, да. 17 евро. Это дешевле, чем обычные. Это вообще, она это в Сатурне где-то 30, да, где-то 30-40 евро. Я, блин, на Nintendo Switch ее взял за 40, прикинь, дурак, блин. Надо было на PlayStation 5 брать, потому что на PlayStation 5 можно стримить без всяких карт, без карт захвата, просто, блин, взял джойстик,
подключился к Ютубу и стрим. Вот. Я ее взял именно для стрима, естественно. Ну и игрушка вообще классная. Она получила кучу интересных уже отзывов. Все прям довольны. Я пару стримов с ней даже смотрел. И игрушка очень такая достойная получилась. Ну, намного лучше, чем Street of Rage 4, допустим, тот же, да. Вот. Тут еще, кроме меня, теперь два таких. Что такое? Покажешь. Брелок. Брелочек. Вот здесь есть буклетик. Вот такой брелочек. Вот такие, можно сказать, инди-разработчик, не инди, но они вот пытаются сделать такие вот, то есть классные, ну что мне не прелесть, да, вот. Это ж просто, это просто настоящий буклет, но он не такой большой, как раньше они делали, да. Но тем хотя не менее, бы уже выглядит более-менее солидно. Кейси Джонс, Эйприл, что? Эйприл Нил, прям господи. Шредер, Бибоп, Рокстеди. Да. Поехали дальше. Да. Препарируем. Я же не знаю, что там вообще я положил. Сейчас даже не могу догадаться. Сейчас посмотрим. Я тоже не смотрю. О! Вот это, блин, вот это да. Вот это кандидат на дичь. На дичь, да. Сейчас мы его распакуем, чтобы он не... Но это именно кандидат. Кандидат, мы не факт, не знаем, не факт, что это... Да. Может, это и не совсем дичь, кажется. Может, вполне играбельно. Возможно, поэтому смотрите, подписывайтесь на канал и не пропустите Panda Hero Remastered Zarup. Вот такая вот игрушка, я ее выбрал для дичи. 4К, Ультра HD 4К, представляешь, фантастический мир, 50 уровней, 50 уровней, босс-файтс, короче, фантастичный 4К график, короче, просто фантастика, обещает нам разработчик Panda Hero. А с чего он ремастерит? А где оригинал? Я точно не знаю. Вот я говорю, что за игра-то вообще оригинальная? Почему я оригинал не видел? Ремастерит и что? Да. Ну какой-то 2D, да, какой-то? Ну, я почему ее выбрал, потому что это 2D платформер. Да, 2D платформер. Там много было кандидатов на дичь. Но именно этот мне понравился, что это платформер настоящий, как бы так. Вполне возможно, что он, будет очень даже крутой. Просто почему нет, да? А в 4К, у меня 4К тирик, все подходит. Вообще, фантастиш. Практиш. Конечно, ребята, это же наш дорогой, любимый издатель Markt & Technik, который делает... его? Ну, конечно, да. Я даже не в курсе. Который, это немецкий издатель, это немецкое, это вообще возможно, только у нас в Германии. Слышь, когда я его оставлю, а вдруг он будет дорогой? Лет через 50. Может, да. Но, кстати, я должен сказать, что вот этот издатель... Я его взял за 12, а через 50 лет да, будет за 50 продал. За 50 продал, да. Заработал! Это капитал вложил. Да. Ну, посмотрим, что стоимость, если посчитать, эту я взял за 15, эту я взял за 17, да, уже получается у нас 32 евро. Эту я взял за 40, уже получается 72. Но я взял не в один раз, я взял эту сначала и думаю, я успокоюсь на этом. Это уже было дорого. А тут не успокоишься, когда эти все тут понеслась, короче. А черная пятница. А сегодня вообще какой-то кибермондый, блин. Вон что еще тоже. Людей сегодня там много. У меня просто скоро отпуск, ну вы поняли, да? Это да. И у меня есть 100 часов лишних из жизни просто. Поэтому я взял, себе. Она за 33 евро лежала, я ее сначала не взял, ушел нафиг.
А потом думаешь, как так, ё-моё. Потом посидел в интернете, думаю, бля, она же везде появляется. Ну да. В Амазоне она тоже 33. Я думаю, ну что я не взял-то, блин, ну что, отпуск скоро, блин, ну, поиграть, зарубился-то как классно, а? Я же уже год игре, блин, я ее ни разу не играл. Да. Уже PlayStation 5 у меня уже состарится, уже борода скоро вырастет. А я как не играл в этот тайтл, блин. Причем это вообще моя любимая франшиза, можно сказать, на Соньке, да? Поэтому я вернулся и просто взял. Ну да, ну правильно. Гулять так гулять. Как любит говорить мой друг Пашка. Гулять так гулять, чё? Чего мозги компостировать? Зато сейчас будет отпуск. Как я в него зарублюсь? Ой. Скорее всего, буду транслировать на Twitch. Там можно долго транслировать. Ну, да. И если хотите посмотреть геймплей, обязательно заходите на Twitch. Обычно я, так себе взял за манеру, может быть, буду... говорят, что стабильность нужна, какой-то план. Обычно, вот я как в прошлый раз, 7:30, у меня получилось сделать стрим, и он классно прошел, вообще обалденно со зрителями. Вот, потому что обычно, короче, я буду стримить 7:30 вечера, а может быть 7:30 утра. Никто не знает. Естественно, мы God of War заруб сделаем обзор. Ну надо, я тоже в обязательно, ты же мне тоже не играл, обязательно сделаем обзорчик. Хард, конечно. Да, вот у нас два уже кандидата серьезных. Это тяжеловесы, ребята. Да. Это вам не хухры-мухры. Это не хухры. Это тяжеловесы. Ну, да. Как бы за 30 евро хорошая цена, реально. Она, конечно, будет еще через год где-то вот эти вот... Смотрите, зато такой разворот. Прикольный такой, картиночка там такая. Да, это получается... Ух ты, какая. Вот это тоже редко делают. Когда картинку, да. Четкая картинка, Классная да. картинка. Вот, когда такой перевертыш делают, это, конечно, обалденно. Вот. Говорят, в принципе, что игра очень четкая. Единственное, что она, конечно, бывает душной иногда. Ну, это да. В плане лута, в плане вот этих поисков, всяких побочных заданий. Но меня интересует история. Ну да. История здесь просто шикарная. И графика, естественно, на PlayStation 5, вот она там вот умеют Санта-Моника делать игры. Это... Реально умеют. Да. Прям вот они на первый, помню, God of War, когда я ее взял, тогда еще на прокат игры давали. Я помню, ее взял, я ее за сутки прошел. Я ее не мог от нее оторваться, вот Ванька не даст вставать, мой братишка, он сидел у меня, смотрел такими глазами, Андрей говорит, что с тобой случилось? А я там с этим джойстиком на полу, блин, вот так вот, я тебя побил. Ну, вообще просто, игра была бомбезная, на самом деле. Ну да. Вот. Следующий, я думаю, что это тоже, наверное, тяжеловес. Хотя, кстати, первый я ее так и не допрошел. Я там, Я прошел все вот эти первый, второй, А третий. ты тоже и побочные задания тоже все там? Ну, по возможности, я не Вот фанат. побочные задания, там они как-то даже я просто довольно много историю покажу. Да, только там больше истории, наверное, лучше. Историю я покажу и редко возвращаюсь, в принципе, в игру, чтобы там все эти ачивки там собрать или прочее. Да, просто некоторые я даже там и не мог как-то... Знаешь? Какие-то места есть, куда ты просто не можешь добраться. Но ты там должен туда попасть, потому что там какие-то Сейчас я расскажу секреты. Большой секрет. Сейчас я расскажу большой секретище. Знаешь, какая у меня моя персональная ачивка? Какой у меня стимул пройти игру? Я собираю, как бы это сказать, я охочусь, можно сказать, да, за титрами, которые находятся в конце игры. Так как я фанатею от саундтреков, я записываю, у меня на канале уже есть пару, я себе делаю плейлист свой личный. Я туда в этот плейлист попадаю игры только те, которые я прошел. То есть, если я не прошел игру, я не имею права ее туда в свой плейлист посадить. И у меня там, вот буквально я чистил недавно его, там тоже мусор да, то есть ты запишешь, а по идее саундтрек он не слушается, да, бывает. Вот с Бэтмена они как-то не слушаются. Там композитор хорошо поработал, в
титры, вот они душные, да, такие, не очень интересно слушать. А, допустим, Last of Us, блин, ты ее включаешь, вот этот титр, первая часть, второй не очень, первый. Это вообще его можно переслушивать, знаешь, как пластинку. Uncharted, блин. Это вообще просто. Я ее Uncharted, я ее включаю на работе. У меня сразу. А я работаю в туризме, представляете? Вообще просто. У меня сразу все самолеты летят, короче, там всех поиски приключений отправляем, там вообще просто. И она вот эта музыка, вот настолько она классно сделана. Обалдеть, там переходы с минорных тональностей на мажорные. Вот это прям чувство приключения сразу, понимаешь? И вот эти вот треки, короче, я их собираю прям. И у меня их немного, там всего 4, по-моему, у меня сейчас в плейлисте, те, которые именно там остались уже, конкретно остались, да. То есть это вот трофеи мои, вот, личные. И это стимулирует меня, соответственно, пройти и послушать, а какой же там, блин, какие же там титры. Я сначала их записываю, какие же джинсы, я на шару записываю ее, вставляю в плейлист и потом на работу слушаю. На работе, когда сидишь, очень хорошо. Естественно, допустим, такие вот как, ну, God of War первым, и даже в третьем, с третьего саундтрека, последние титры, их невозможно тоже слушать, к сожалению, потому что там вот эти напевы, там она очень такая, она беспокойная музыка, да, и ты когда сидишь на работе, тоже начинаешь. Что-то не то. Нет, именно вот для работы, чтобы вот прям оно сконцентрироваться, или дома ты включил, и тебе прям нравится, офигенно. Вот такой у меня трофей личный есть. И этот плейлист тоже вы можете посмотреть на канале Плотневуд в Ютубе. Он прям под всеми там роликами актуальными называется End Titles. End Titles. End Titles. На Титас похоже. End Titles. Ну, достаем следующего кандидата. Дичь, не дичь? Дичь. Угадай. Дичь. Дичь? Да. Это что, дичь? Это, по-твоему, дичь? Да. Федя. Федя дичь. Это что, дичь? По мнению журнала «Страна игр» 1998 года, это не дичь. Это Ghost of Tsushima, который я тоже очень давно хотел поиграть. У меня он тоже так лежит, но правда не директорская. Она вообще на 4 выходила, по-моему, да, и... А я говорю, у меня лежит... На 5 я ее, вот этот директорский кат. Это именно, да, есть и разница, потому что директорский кат здесь... DLC. Да, который на диске уже именно. То есть не надо ничего качать. Тут ничего не надо качать, она полностью законченная, вот как она должна быть, законченная версия, полностью на русском языке, и это круто. Для нас, которые, блин, живут далеко. Ага. Вообще. Короче, надо брать отпуск на полгода. Это да. Это да. Еще один мастодонт. Это еще 200 часов. Наверное, да? А что стоил он у тебя? 30. Тоже 30. Ну. Да. Ну, тоже, да. 30 за дирекцию. Ну, они, видишь, они могут быть еще, можно их еще дешевле найти. Я по 25, но если по бэушные тогда уже, наверное. Бэушные, да. Но мне хотелось вот новенький, ну за 30. Нет, я считаю, когда игру берешь, которая 70 стоила, ты ее берешь больше, чем в 2 раза. Скромная. Ну, что, не за full прайс берешь. Ну да, ты же не за full. А за 50% скидку, можно сказать. Но она вообще стоила 69. 60-70, наверное, она, да, стоит. новая стоит. Ну. Тем более на PlayStation 5, так как мне нравится. Они 100 пудов сейчас на эти игры, вот после этой Black Friday, возможно, даже вот уже на этой неделе это, они их опять, короче... Еще, наверное, революция. Они опять цены эти вернут. Вернут? Да. Обалдеть. Вообще скидки сейчас очень хорошие, да. Я это называю зализывать раны будут. Зализывать раны, тоже классно. Типа, ой, мы же продали. Вы же продали за 30, как мы могли? В общем, такое вот, да. Будут зализывать раны, а мы будем радоваться и играть. Ну,
приступаем к мастодонту. Ну да. Теперь Чтобы это не поцарапать. Нет, давай. Давай. Давай, зачем? ты теперь ее А распакуй. ее рукой можно. Да? Ну давай. Конечно. Просто А то я Вот сюда, это- я сюда, вот это это- я. поддеваешь и вот так пальчиком. Да. И так вот и срываешь это. Срываешь это, плеву. Короче, блин, да. Срываем это вот все дело. О, так у нее рукав. Это называется рукав. Я знаю. Рукав, да. Это рукав. И теперь еще посмотрите, кстати, вот совершенно другой, другая обложка, да, вот ее, чем вот от обычной Тоже версии. интересно, замечательно. Вот, и, кстати, даже сзади другие Точно, другая обложка. эти Там, по-моему, этот сам чувак скриншоты нарисован там. был. Да, там на Рина просто там чувак этот, вот. Ну, сейчас посмотрим, что у нас Steelbook скрывает. Вот. Мгм. Steelbook, как выглядит. Steelbook, кстати, выглядит тоже так же, посмотрите. Вот так же выглядит Steelbook. Какой рукавчик. Resident Evil 4. Вот. И вот это его задняя сторона. И полностью на немецком Так. языке, да. Тут, по-моему, Ну, это- русские субтитры есть. Это Написано, походу... что полностью на немецком озвучка. Это походу по чем там? Что-то погас у тебя. Это свет. Свет, свет погас. Это он разрядился. Ничего Не. страшного, будет потемней. Мы сегодня в черных костюмах, потому Да. что мы хотим прямо сейчас сделать обзор Стрим. на черную игру. черную игру. В черной коробке. Resident Evil 4 будет сегодня у нас. Да. И вот, значит, по-моему, даже сам диск с другой этой. Там на диске там тоже, по-моему, или чувак тут был нарисован, или что, уже не помню. Ну, интересно будет сравнить, да, вот это вот такие нюансы, это уже коллекционеры только знают. Коллекционеры задумываются об этом. А вот Ну, правда, Steelbook Steelbook классно выглядит. внутри. Да. Какая картина еще внутри вот в нем. Люди Такое. черные. Дома, Обалденная картинка, вообще шик. Поэтому стилбуки это тоже такая вещь прикольная. Их надо. Да, и это же прям на нем нарисовано. Да-да. Это ж даже не фотография, ну как не бумага, ничего, да. Это на нем все, да. Вот я почему-то раньше недолюбливал стилбуки. Не, стилбуки ты что? Вот этот мне очень нравится, да. Но стилбуки, смотря тоже в каком состоянии, потому что стилбуки надо хранить, конечно, очень хорошо, их беречь от сырости надо. Да? Иначе потому они что- ржаветь начинают. Да, они же ржаветь. Да будут. ты чё? Ну, Ничего. Не, вот этот мне Потому очень что- нравится. Во-первых, вот эта вот картинка, сама прям, тут на камере не видно, наверное, но она прям такого высокого разрешения. Просто вообще такое, прям разрисовка вот эта вот, она очень-очень качественная. Очень качественно, да. Слушай, он Xbox One продает, он сейчас 18, 17, 16. Макс охотится в eBay за Xbox. Блин, Да. представляете, как круто. Ну посмотрим. Я думаю, что он там делает? Я не знаю. Форму. Skyrim. Skyrim. MotoGP. Да, какой-нибудь. Ну да, то есть Somerset. все то, что Ну, в это принципе, онлайновая, окей. Ну, Somerset это онлайн. ну, сама приставка Skyrim. рабочая. Так тут уже просто ж сам... Подожди, это видишь, что за Он Xbox? даже с двумя джойстиками. Ну это первый Xbox, это походу... Это не X, это походу дело, наверное, даже... Или S, или, наверное, даже вообще старый. Квадратный такой. Это самый первый, походу, Xbox. Самый первый Xbox. Да. Но он, видишь, он что прикольно, он белого цвета, и это... Что даже... Потому что я помню, я их только как черного цвета только Да? видел. Ну, ну-ка, подожди, я сейчас смотрю, что. Вот он, видишь, просто Xbox One написал. Xbox One. А да. какой Xbox One, блин, Так у тебя их уже куча этих Xbox One. Ты зачем Да, сейчас говоришь? не, Xbox One у меня один. Один? Да. А вот этот Xbox который? 360 у меня. Ну вот, как бы. который как у меня, да? Да, Который ты мне это подарил. 360, да. А, это Ну, эти- 360, эти, подожди, да. а это Xbox One. Это Xbox Блин, One. вот я лох, вообще не шарю в Xbox. Они у меня пошли, благодаря Максу у меня теперь появился Xbox 360.
Вот, да. Я хоть маленько как бы посвятился в этом плане. Я только хочу... А так они мимо меня прошли вообще. Ну, видишь, он даже 2 контроллера здесь. Вот это вот что уже. Считай, 2 контроллера уже эти 50 евро будут стоить, ну, даже больше, наверное. Если они в хорошем состоянии вообще. Ну да. Вот. Все это явно. Пока цена, да, пока вот цена 2 минуты держится, осталось. ну, надо вот сейчас вот это вот, как сказать, бумкнуть, я это называю. Бумкнуть? Да. Надо бумкнуть. Бумкнуть надо, я. То есть, получается, такую цену поставить очень повыше такую. Да. А потом она же, получается, ты повыше ставишь, стратегия Ну, какая, получается, повыше да. ставишь и перебивает. Ты сейчас самый главный секрет рассказал, ё-моё. Как ПП вообще надо все это Мы брать-то, вырежем, мы это ё-моё. вырежем. Мы это вырежем, блин, ё-моё. Скажу, что мы не лайв транслируем. Да. Тут Андрюха все секреты расскажет. Ну да. Ну посмотрим сейчас. Может быть, Он да. же белый как бы был, да. Или Сколько там может быть джойстики что-то не это, не... 1 минута 30 хрен секунд. знает. Блин. Countdown, блин. Короче, это Сейчас они начнут ставить. так вот дадим. Ничего себе. Это так? Сразу, блин, ё-моё. А если за столько? Тут же дорого будет. Нормально. Ну а сколько она стоит, Xbox One? Да, она где-то так будет, а что? Да? Если игры там продать. Контроллеры же эти дорогие же тоже. Они дорогие? Ну, Они ж не хуже, чем вот эти вот стоят. Да ты чё? Конечно. Xbox Нифига One они себе. дорогие контроллеры, да, тоже. Я только уже из-за этого, как бы, уже из этих два контроллера причем. А их можно подключить, получается, хоть куда, что ли, или как? Ну то же самое, так же, как Xbox One. Или к так же, компу, да, тоже можно подключить, наверное. Вот может быть даже, да. Они это, же совместимы должны быть. Могут, да. По крайней мере, Xbox 360 точно у меня Могут, был контроллер, я его покупал специально для PC. Есть. Ведьмака есть, еще тогда играл да. я. Ну давай! Да, что? Вот, Proofion и... Сейчас еще тебе вот один секрет. Когда бумкать-то надо, ё-моё, вот 6, 5, 4, 3, 2, пуск! 83 евро, блин. Ну хорошо, ё-моё. Мы взяли Xbox! Её, ребята, блин, вот даже показать можно, Обалдеть. блин, ё-моё. Вот это акцион лайв. Купили, ё-моё, блядь, ё-моё. Просто хотели распаковку сделать, блин. Вот не вот инсайт, а получилось Но тут еще вот не вот и... шоп. Да, тут еще и внутри, ну как, тоже внутри телефона происходят интересные вещи. Вот, Это называется внутриигровые покупки. Да, внутри. Опасайтесь, дети. Внутриигровые покупки, блин. На этом мы и закончим сегодняшний первый Пока выпуск что. Плотнервуд Инсайд. Да, хороший инсайт. Ну что, то, что было внутри, это, конечно, радует глаз. И радует то, что отпуск впереди. Ребята, будьте счастливы, Да, наслаждайтесь жизнью и, блин, просто кайфуйте. Да. Занимайтесь тем, что вам Что нравится, нравится. а мы будем вас развлекать дальше. На Плотнервуд Заруб. Resident Evil. Evil. Resident Evil. Resident Evil забибили. Поехали. Resident Evil. Resident.